Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира и добра вам! Сегодня очередной агрогороскоп на июнь месяц 2022 года. Время киевское. Начинается такой важный период для подкормок. Это время с 1 по 3 июня. Время, когда будет Луна находиться, причем растущая у нас новолуние 30 мая было. Это уже растущая Луна. И здесь можно использовать только органику под корень и по листьям. Есть сейчас очень много органических удобрений, которые можно использовать и при поливе подкормки под корень растения, а также по листьям. Только органика. Делаю акцент обязательно. Эта стихия воды очень тяжело растениям. И только вот после новолуния. Обычно лучше всего большие дозы мы даем на убывающей луне и в определенных знаках. Здесь же вот такая задача: органика. И дальше идем. Разобрались у нас до 3 числа. 3 вечером, смотрите, переход Луны будет уже в знак Лев, 21:38. Поэтому все подкормочки постарайтесь провести где-то с 19 до 20 часов, для того, чтобы растение усвоило вот эти питательные вещества. Затем во Льве начинается очень сложный период. Во Льве ни в коем случае ни органика, ни химические различные формулы не используем для подкормок. Химические, то есть имеется в виду минеральное удобрение, которое очень активно некоторые дачники, огородники, садоводы используют. Во Льве нельзя, это время стихии огня, обжигаются корни, и листья могут просто-напросто сгореть. Поэтому вечером 3 после 20 часов, а также 4 и 5 не используем для подкормок любые удобрения. Скажите, что органика хорошо? Нет. В это время растение не воспринимает ни в коем случае подкормки. И это мы наблюдали, уже испытания проводили. Растение даже хилое становится, такое замученное, именно когда даже органикой в это время их подкармливаешь. Поэтому, смотрите, мы еще раз делаем акцент: нельзя никакие подкормки в это время проводить. Идем дальше. Вот это период, когда уже можно будет использовать в Деве 6 после 10 часов утра. В течение дня можно днем даже под корень спокойно делать вот эти различные питательные смеси, поливать. Кстати, и подкормки всегда связаны с поливами. Сначала поливаете чистой водой, а затем уже подкормочку даете. Это обязательное правило, сразу же напоминаю. Итак, 6 после 10 часов до конца суток, 7 все 24 часа и 8, смотрите, далее переход в весы, знак стихии воздуха, когда корни заняты дыханием. Поэтому будьте внимательны, в это время на вечер не планируйте 8. Утром можете провести рано-рано утром подкормочку по листьям, но лучше все-таки делать это вечером 7, а 8 рано утром только под корень. Здесь любые удобрения можно использовать. Но напоминаю, что это растущая луна, поэтому делайте где-то 50-70% от того, что дается по инструкции. Не увлекайтесь удобрениями в этот период, хотя это дни корня. Итак, 8 вечером в знаке весы никаких подкормок и поливов, естественно. И это же происходит 9 и 10. Ни в коем случае никаких подкормок и никаких поливов. Только сухой полив, то есть сапкой прошли после полива в Деве, и у вас ваши растения будут здоровы. Зато уже можно будет с 11-12, здесь очень хорошее время, но хочу сразу же сказать, Скорпион, если бы это была убывающая луна, мы могли бы и другие удобрения использовать. Но в данном случае, смотрите, далее идет у нас время полнолуния. В полнолуние и так энергетики очень много космической, просто переполнена чаша этих различных энергий. И поэтому вот эти дни в Скорпионе 11 и 12 используем органику и по листьям. Под корень не будет эффективны вот эти подкормки. Итак, органика по листьям. Внимательно изучайте формулу, которую покупаете, и изучайте свои удобрения.
Итак, дальше вот этот период начинается, смотрите, полнолуние совпадает еще со Стрельцом. Ни в коем случае опасность такая сильная. Мы делали испытание Стрелец и в сожженном пути полнолуния, а здесь у нас вообще выпадает само полнолуние. Сгорают и корни, и листья начинают крутиться. Поэтому ни в коем случае не используем вот эти 2 дня никакой подкормки, никакого питания, ни органики, ни химических минеральных удобрений. Далее начинается такой период, еще сожженный путь полнолуния 15-го не используем. Видите, я его не пишу, красным не выделяя. Это козерог, не корня. Зато 16-го уже выход с сожженного пути полнолуния, 16-го подкормки под корень. И причем эти подкормки можно делать любыми удобрениями. Это уже убывающая луна. И под корень, и по листьям подкормки проводим. Если есть желание, так смотрите, если есть у вас и желание, и возможности минеральные удобрения использовать, то используйте эти удобрения еще где-то 50-70%, потому что позади сожженный путь полнолуния, но это уже можно делать и в уменьшенном количестве. Делаю такие акценты, чтобы вы очень бережно относились к своим растениям. Затем следует период, когда нельзя делать подкормки. Это будут у нас 2 дня, 17 и 18 июня, знак Водолей. Время дыхания в Водолее ни в коем случае нельзя делать подкормки. И поливать, естественно, нельзя. Без полива подкормки любые, и органика, и минеральные, приносят только в любом случае в Водолее, знаки стихии воздуха. С поливом, без полива это очень опасно для жизни растений. Подождите, всего-навсего вот эти 2 дня пройдут, 17-18, можно 19 и 20 в знаке рыбы. Можно любые удобрения, вот 19 и 20 под корень особенно. Очень хорошо, убывающая луна. Здесь можете использовать любые удобрения, и минеральную и органику на все 100%. Видите, как хорошо, когда убывающая луна идет. Далее идет период Овна, знак стихии огня. Очень опасное время. И по листьям, и под корень нельзя проводить питательные вот эти все подкормочки. Ни минеральные, ни органика. В знаке стихии огня всегда растения заняты внутри каждой клеточки особым заданием. Они не воспринимают ни воду, ни тем более подкормки. Это даже опасно для жизни растений. Зато готовьтесь, 23-го уже вечером, очень хороший период в Тельце. Вот, вечером уже можно спокойно 23-го, 24-го все 24 часа. И смотрите, у нас еще один период очень хороший есть. 25-го тоже знаки Телец. Любые удобрения под корень, убывающая луна. Если вдруг хотите еще использовать по листьям, тоже можно использовать, но по листьям есть такие очень хорошие жидкие органические удобрения, их тоже можно использовать. Но под корень, еще раз напоминаю, видите, когда начинается этот период, 23-го вечера, 24-го, подкормки желательно делать вечером, очень хороший период. Так что используйте этот хороший период для того, чтобы полностью обеспечить ваше растение нужными питательными веществами. Затем переход идет 26-го уже ночью в 2 часа. Почему я говорю, что и вечером можно вот хорошо 25 июня использовать этот день для подкормок, потому что у нас уже переход будет 26-го ночью в 2 часа 14 минут, поэтому до периода перехода все питательные вещества будут доставлены к корням, ну и клеточкам частично. Вот это все будет использовано, а уже в близнецах 26, 27 и 28 еще до 14 часов 53 минут этот период очень опасный для того, чтобы проводить подкормки и под корень, и по листьям. Когда я говорю не корневые подкормки, это и есть опрыскивание удобрениями по листьям. Далее наступает уже время новолуния. В новолуние ни в коем случае не используем минеральные удобрения. Это очень опасно в новолуние, поэтому используем только органику и под корень. И это можно будет делать 28 вечера, 29 и 30. Еще раз,
в новолуние не используем минеральные удобрения. Любые минеральные удобрения, любую химическую формулу. Запомните, пожалуйста, вот эту важное правило, которое касается всех абсолютно растений. А теперь пришло время для скрина. Мы вам полностью разложили время подкормок на июнь месяц. Делайте себе заметочки и обязательно используйте правила и опыт, который мы включаем в вот эти агрогороскопы. Авторы канала Раиса Горяченко и Александр Волик. Прощаемся с вами всего-навсего. До следующего видео. И готовим следующее видео. И творим дальше. Проводим эксперименты и испытания для того, чтобы поделиться с вами новыми интересными информационными сообщениями о том, как выращивать здоровые сады, здоровые растения на грядках, экологически чистые плоды и ягоды. Мы прощаемся с вами и желаем вам мира и добра еще раз. И обязательно здравия хорошего и благодатной погоды. Всем посылаем свет божественной любви. Пока-пока!